Добрый день. Хотелось бы обсудить новое постановление Пленума Верховного Суда, посвященное вопросам гражданского права. И поскольку постановление огромное, видимо, надо сделать несколько передач. Первая из них, на мой взгляд, может быть посвящена вопросам добросовестности и злоупотребления правом в том виде, как они истолкованы в постановлении Пленума. И у меня первый вопрос к участнику нашей дискуссии Андрею Егорову. А как соответствует право суда самостоятельно ставить вопрос о добросовестности с принципом состязательности нашего гражданского процесса? Антон Александрович, с моей точки зрения, вот этот момент, который здесь в первом же пункте постановления Пленума отражен, здесь целый ряд идей разных набросано, но этот момент, вообще его хвалят все, из тех, с кем я обсуждал это постановление, и мне лично он тоже нравится. Я считаю, что как раз в нашем процессе иногда бывали такие ситуации, когда суд сам для себя все решал, но даже не ставил перед сторонами этот вопрос на обсуждение. И поэтому, конечно, я понимаю, что вы имеете в виду, что здесь некоторая подсказка одной из сторон, что вроде а не задуматься ли, не добросовестна ли другая сторона в данном случае, не поставить ли этот вопрос на обсуждение. Но вот я в силу специфики своей работы, сейчас тоже, допустим, занимаюсь тем, что беру интервью у разных участников, допустим, общался с юристом, который занимается английским правом, и с немецким юристом, и оба в один голос фактически мне говорили, что суды занимают активную позицию в процессе, то есть они ничего не предрешают, они просто спрашивают, а что думает, например, что думают стороны по поводу добросовестности, и нельзя ли здесь вот то или иное поведение трактовать как недобросовестное. И как раз то, что они здесь позволяют эту возможность сделать, это очень здорово. Другое дело, что некоторые критиковали их, за то, Верховный суд, за то, что они не сказали это в виде абстрактной фразы, что вообще во всех случаях надо делать, когда какая-то идея приходит суду на ум, чтобы он ставил перед сторонами ее, как раз в этом состязательность была, чтобы каждая из сторон могла высказаться по этой проблеме. И в этом то есть нельзя сказать, что эта идея искажает состязательность, я думаю, это как раз ее очень органично развивает. Ну а в развитии той же самой мысли, а как же быть теперь, например, если суд решил, что сделка недействительна, но стороны это не обсуждали? Так это здорово. И это теперь такие судебные акты надо отменять, если он не поставил перед сторонами вопрос о недействительности сделки? Вопрос с процессуальной точки зрения я не готов до конца комментировать, Антон Александрович, потому что я не знаю с точки зрения процесса. Может быть, если это не очень существенное нарушение, не стоит отменять. Но то, что Верховный суд в одном из пунктов постановления в части недействительных сделок об этом же говорит, это тоже правильно. Потому что часто было такое, стороны спорят по вопросам качества поставленного товара и так далее. А судья уже все решил, он видит, что сделка недействительна с его точки зрения. А если бы он это вынес вопрос на обсуждение сторон, может быть, его аргументы были бы парированы, и стороны бы ему объяснили, что ничего подобного, сделка действительна и так далее. То есть, мне кажется, это как раз тоже очень позитивно, то, что сделано. Понятно. То есть вы являетесь сторонником активной роли суда в гражданском процессе и готовы в этом случае смириться с тем, что принцип состязательности будет посрамлен при таких обстоятельствах. Антон Александрович, это вопрос оценки. С моей точки зрения, он не посрамлен, он будет, наоборот, еще более развиваться, потому что каждая из сторон сможет высказаться. В этом будет их состязательность. Я понял. Мне кажется, в свою очередь, что здесь есть ряд проблем, которые будут иметь значение прежде всего для процессуального права. Потому что представим себе ситуацию, когда суд поставил перед сторонами вопрос о недобросовестности. Но обе стороны говорят, мы считаем, что все добросовестны. Мне интересно, может ли суд в этой ситуации решить дело, сославшись на недобросовестность? Раньше мы считали, что если стороны не ставили вопрос о недействительности сделки, вроде бы, и обе стороны говорили, что сделка действительна, суд, тем не менее, мог решить, что сделка недействительна. Во всяком случае, по составам противоправных сделок с жесткими последствиями. Это было так в прошлом. Так ли это сейчас? Да, мне кажется, ничего не меняется. То, что судья предлагает сторонам высказаться, это еще не значит, что если они не высказываются или они занимают одинаковую согласованную позицию, что судья ей связан.
Может сказать, не, ребят, вы тут вместе мухлюете, вот, на самом деле оба действуете недобросовестно, и я поэтому не буду удовлетворять, допустим, исковые требования истца. Но мне кажется, мы так довольно абстрактно это обсуждаем. Вот если бы какой-то пример, когда оба действуют, или там, понимаете, добросовестность может по-разному проявляться. То есть одно дело, мне вот сегодня такой пример тоже рассказали. Я рассказывал, знаете, про принцип добросовестности в обязательственном праве. Там появился пункт 3 статьи 37 Гражданского кодекса, и в нем установлено, что при установлении обязательства, при исполнении, а также после прекращения нужно действовать добросовестно. И спросили, а что такое после прекращения? Я говорю, ну вот на Западе есть такие примеры, когда ты свой бизнес продаешь, какой-нибудь маленький, тут подразумевается, что ты тут же не откроешь в соседней двери такой же бизнес, например, там, такую же кафешку там, и так далее. Вот. И если ты так сделал, ты сделал недобросовестно. А мне такой вопрос задают. Слушай, ну а если продавец бизнеса заранее сказал покупателю о том, что он откроет этот бизнес, вот, ну, такой, будет конкурировать, покупатель на это согласился. Неужели это тоже недобросовестно, и получается, они оба недобросовестные? Я сказал, что, конечно, нет. В подобной ситуации, если все карты раскрыты, все понимают, здесь не будет добросовестности в принципе. Вот. А другое дело, если они совместно недобросовестно придумали что-то, чтобы ущемить интересы третьего лица, который в процессе не участвует, предположим, там, ну, не знаю, арендатор, там, субарендатора, там, что-нибудь такое. В этом случае можно, я думаю, суду отказывать. Понятно. Понятно. Но с моей точки зрения, как раз вот это и есть преграда дальнейшему активному поведению суда. Если обе стороны говорят, что они не видят недобросовестности в действиях друг друга, то вопрос о том, как они на самом деле себя вели, должны решаться в других делах, которые будут уже с теми лицами, чьи права затронуты этой историей. Потому что иначе тогда придется сказать, что принципа состязательности больше нет. Если он все-таки предусмотрен, и он традиционно был положен в основу нашего гражданского процесса на протяжении последних 20 лет. Вот я думаю, что здесь как раз тот самый водораздел. Потому что отношения, которые сложились между сторонами спора, это одно, отношение этих сторон спора с третьими лицами другое. И влезая в квалификацию отношений сторон с третьими лицами, суд уж точно выходит за пределы своих полномочий. Вот я думаю, что преграда дальнейшей активности суда – это заявление сторон о том, что они не видят недобросовестности в поведении друг друга. Тогда суд должен остановиться на этом, иначе я бы сделал вывод о том, что принципа добросовестности у нас больше нет. Тогда надо его прямо отменить, вычеркнуть из процессуальных кодексов и никого этим принципом не соблазнять и не заманивать. Я понимаю. Но просто, на мой взгляд, в большинстве случаев одна из сторон считает, что добросовестность была, вторая считает, что нет. То есть в большинстве случаев они будут спорить. То есть я не исключаю, что может быть такой пример, когда вы правы. То есть, просто его надо знать. А когда его не знаешь, это все очень абстрактное обсуждение. И я не исключаю, может быть, права. Мне кажется, там, я увлекаюсь там, с этой ролью суда. А как вы толкуете фразу «очевидное отклонение действий участника гражданского оборота от добросовестного поведения»? Ну, действительно бросается в глаза. То есть, если суд замечает такие вещи без каких-то дополнительных исследований, это вопрос вкусовой, оценочный. Ну, бывает, в глаза бросается, Антон Саш. Но, мне кажется, не мне вам рассказывать. Вы дела смотрели, когда явно, наверное, было понятно, что одна из сторон недобросовестно себя ведет. А почему было понятно? В одном деле по одному стечению обстоятельств, в другом по другому. То есть это, мне кажется, когда в суде все понятно, вот, условно говоря, без... Нет, я просто к тому, что одному очевидно, другому не очевидно. А будет ли это основание для отмены судебных актов в установленном законом порядке? Мне кажется, это рекомендательная штука. То есть, просто суд скажет, его потом спросит. Мне кажется, вряд ли вышестоящий суд потом скажет, а зачем ты вообще полез в суд в эти вопросы? То есть, процессуальное нарушение совершил. Мне, допустим, касаться и не очевидно, что здесь вообще надо было ставить этот вопрос. Я бы не стал. Ну, опять же, это мы сейчас в плоскость процессуального права с вами уходим, а я как-то в нем Потому что очень... решен вопрос процессуального права. Мы же с вами не обсуждаем трактовку понятия добросовестности. Ну, а это гораздо интереснее. Да, это гораздо интереснее. Это, конечно, требует специальной, может быть, даже большой передачи, потому что
это вопрос непростой. Но смотрите, ну если все-таки трактовку, надо обратить внимание на то, что добросовестность в праве понимается, как я называю, там, субъективной и объективной. То есть субъективная добросовестность — это передается словами «лицо не знало или не должно было знать о чем-то». Да? Добросовестный приобретатель, добросовестный там, залогодержатель и так далее. А второй вариант — это добросовестность как честное, порядочное поведение и так далее. Верховный суд совершенно очевидно добросовестность дал толкование только вот этого объективного понимания, как правильного, надлежащего поведения, которое от тебя ожидают другие по условиям оборота. И очень жалко, конечно, что они не оговорились, что все-таки не любая добросовестность попадает под это понятие. Я не исключаю, что могут быть какие-то люди, которые будут вот ту добросовестность субъективную пытаться истолковать при помощи этих фраз. И, может быть, там анекдоты просто начнут получаться. Понятно. А можно я вам еще один процессуальный вопрос задам по этой теме, потому что он меня очень волнует. Хорошо, а кто будет доказывать суду отсутствие или наличие недобросовестности, если этот суд поставил вопрос перед сторонами о недобросовестности? Меняется ли бремя доказывания, если вопрос о недобросовестности поставила не та сторона, которая, собственно, должна это доказать, а суд? Я думаю, нет. В пользу, возникает сложный вопрос, а в чью пользу она должна доказать? Вот, кто должен это доказывать? Ну просто смотрите. В чью пользу судья поставил вопрос о добросовестности или недобросовестности, а в чью пользу? Ну, конечно, если судья поставил такой вопрос, значит, он уже засомневался, что здесь она, скорее всего, есть. И поэтому человек, который будет ее доказывать, будет попроще жить. То есть уже здесь главное вовремя сориентироваться и начать нормально доказывать эту информацию. Но мне кажется, должна доказывать та же самая сторона. А можно не доказывать? И тогда суд должен обосновать? Нет, я думаю, нет. Я думаю, нет. То есть, если не будет доказано, не будут аргументы приведены, мне кажется, не получится. Ну, например, давайте просто конкретные примеры посмотрим. Хотя они разъясняют здесь объективную добросовестность, но можно взять субъективно. Допустим, суд видит, что имущество было перепродано в короткий срок. Ну, например, да, или там аффилированное лицо, ну, там какая-нибудь седьмая вода на киселе, но общий знакомый какой-то или еще кто-то всходил там в совет директоров той организации, от которой приобреталось это имущество. И теоретически можно говорить о том, что там приобретатель должен был знать о чем-то. И судья выносит этот вопрос. Вот как считают стороны здесь, как делают. Мне кажется, это не освободит все равно то лицо, на которое возлагается бремя доказывания, истца, если виндикационный процесс, например, об истребовании имущества, не освободит его от обязанности доказать, что приобретатель недобросовестный. Или другую сторону, там, акционер, который оспаривает крупную сделку, там тоже добросовестность имеет значение. Или еще какой-нибудь вопрос. Просто здесь настолько все тонко вот в процессе, с моей точки зрения. Потому что, конечно, когда судья поставил такой вопрос, бремя доказывания вроде на том же осталось. Но другая сторона должна засуетиться. Ну, как бы она должна уже немножко переживать. И я бы на месте юристов другой стороны изо всех сил понес бы документы, подтверждающие, что я добросовестный. И здесь нет, зря суд переживает. Вот. Тут все как-то мягко, мне кажется, в вопросах доказывания. Ведь это внутреннее усмотрение судьи. Кто знает, может быть, судья даже без дополнительных доказательств со стороны того, в чью пользу добросовестность работает, может он посчитает, доказано, и все. Тот выскажет что-нибудь, моя позиция, да, я согласен с судьей, условно говоря, там, ответчик недобросовестный. Судья скажет, да, вообще-то я считаю, что по обстоятельствам дела недобросовестный. Я понял. Просто, на мой взгляд, самостоятельная мотивировка судьей недобросовестности при отсутствии каких-то активных действий сторон точно означает, что у нас принцип состязательности подменен активной ролью суда. То есть некое количество перешло в качество, и теперь все должно определяться уже совершенно иначе. Тут и недалеко до объективной истины в процессе. Я вот сильно сомневаюсь, Антон Александрович, вот честно, я, конечно, не знаю, все материалы не читал, но вот в свое время, когда появился принцип добросовестности, меня попросили про него лекцию прочитать, я сел добросовестно посмотрел акты президиума и увидел, что президиум Высшего арбитражного суда за 2 года еще до введения добросовестности в ГК, то есть начиная с 2011 года, может и раньше даже, стал использовать эти примеры. И там была масса случаев, когда президиум говорил, это недобросовестно. Вот в этом случае. И я, честно говоря, в условиях, когда у нас не было принципа добросовестности прямо записанного в Гражданском кодексе,
очень сильно сомневаюсь, что стороны в этом случае ссылались, прямо говорили, вот, недобросовестный там банк, который изменил в одностороннем порядке процентную ставку, что там на это упор делали. Я не исключаю, что президиум это вставил заодно там до кучи, понимаете? Да я не против активной роли суда. Я за то, чтобы это четко было прописано в законе, чтобы все понимали, как все обстоит. Чтобы не тешили врать, себя иллюзиями и не создавали неправильного представления о том, что на самом деле у нас в процессе действительно происходит. Вот и все. Других идей у меня на сей счет нет. А активизм или состязательность — это, мне кажется, разумная, Антон Александрович, разумная мера должна быть. Я так понимаю, что английские судьи, они постоянно сами говорят, а что ты думаешь, я видел в некоторых процессах, смотрел, он говорит, а что ты думаешь, истец, вот, например, про этот довод, который ответчик даже еще не заявлял. А вот судья сразу же говорит, а ты что думаешь? Представь свою позицию и доказать, что договор заключен, например. Или что этот договор не нарушает закон в этом плане и так далее. То есть они себя довольно активно ведут. А мне показалось, что у нас судьи, которые восприняли состязательность, как вообще надо рот на замке держать и только слушать. Не дай бог что-нибудь спросить, тебя обвинят в том, что ты подыгрываешь одной из сторон. Вот это перегиб, мне кажется, был. И если мы открыто скажем, что судья должен активно ставить вопросы, которые подлежат исследованию по делу, это будет нормально, мне кажется. Ну хорошо, а как оценивать тогда действия судьи, когда он говорит стороне, ну вам надо изменить основание или предмет иска? Тогда я, может быть, его и удовлетворю. Это неправильно. Ну а где граница между заявлением о недобросовестности и об изменении предмета и основания иска? Ну, где-то вот здесь. Ну, здесь она есть. Так говорить нельзя. Грамотный судья никогда в жизни так не скажет. Ну, можно сказать как-нибудь там. Наводящие вопросы. Конечно. Ну, а что так же все и делают? Просто есть судьи, которые прям, мне юристы же рассказывают, есть судьи, которые прямо все говорят. Вот, а есть те, которые, поаккуратнее. Ну, я так понимаю, у западных судей принято просто поаккуратнее, по завуалированию там что-то. Вот. Хорошо, я понял. Ну и последний вопрос в связи с обсуждением темы добросовестности, который хотелось бы тоже затронуть. Это вопрос о признании сделок недействительными по 10 и 168 статье. Это основание закреплено в постановлении Пленума, но и довольно широко. Вопрос в том, не станет ли нынешняя практика еще более широкой и не будет ли рисков для стабильности правоприменения, если очень часто будут ссылаться на 10-ю и 168-ю, потому что, насколько я понимаю, чуть ли не в каждом втором иске о признании сделки недействительными такие основания упоминаются со стороны. Ну, ящик Пандоры открыл Высший арбитражный суд по-хорошему, но он правильно это сделал, потому что в правопорядке должна быть, я так считаю, должна быть резиновая норма, которая позволяет бороться с нехорошими сделками. Но, конечно, имея такую норму, сейчас мы неизбежно сталкиваемся с проблемой, что ее будут неправильно применять. Вот, поэтому то, что они записали это прямо в пленум, мне кажется, это как раз своими именами вещи они назвали. Потому что на самом деле я знаю, что боролись между собой две позиции. Одна позиция, та, которая восходила к практике Высшего арбитражного суда, вторая позиция, та, которая говорила, что 10-я не может быть основанием для недействительности сделок. Победила, ВАСовская позиция в этом пленуме. И она прошла. А мне-то больше нравится другая точка зрения. Я считаю, что такие сделки, которые заведомо недобросовестным какого-то поведения основаны, их надо уничтожать по статье 169, как противная основа правопорядка и нравственности. Я специально исследовал этот вопрос и понял, что на Западе принято именно это делать, а не статью 10 применять в подобной ситуации. Вот. Но то, что они пошли по статье 10, строго говоря, хоть горшком назови, в печь не ставь. То есть, просто теперь все будут понимать это. А вот критерии, где заканчивается 10-я, где ее уже нельзя применять, это наука должна искать, и практика тоже по каким-то случаям. Но мне кажется, что пока еще далеко не вышло за пределы того, что делал Высший арбитражный суд. То есть это сделки в ущерб кредиторам при банкротстве по 10-й чаще всего уничтожаются, и это злоупотребление директоров и так далее, то есть вывод активов какой-то. Понятно. А не кажется ли вам, мне, честно говоря, кажется, что
Сложности с квалификацией по 10 и 168 связаны с определением злоупотребления права в статье 10. Все-таки вот в моем представлении у нас понятие злоупотребления правом по статье 10 сформулировано слишком широко, может быть даже более широко, чем в германском гражданском кодексе, потому что у них запрещено совершение действий исключительно или преимущественно с целью причинить вред другому. И это содержательное определение злоупотребления правом. А у нас сказано, что запрещается злоупотребление правом в иных формах. А что такое иные формы? Это все остальное. И если там надо показать, что все-таки причинен ущерб другой стороне, то при оценке злоупотребления права у нас можно говорить, что это любое действие. Как посмотрит суд. Вот мне кажется, что здесь я вижу известные риски квалификации сделок по 10 и 168. Антон Александрович, вы не вполне точно. На самом деле вы воспроизвели старую редакцию 10, потому что мы как раз от этого уходили. Я участвовал в этом. Раньше было написано шикана, то есть исключительно с целью причинить вред другому лицу, а также злоупотребление правом в иных формах. И никто не знал, что такое иные формы, и толком это не применяли. Пока не издал Высший арбитражный суд обзор в 2008 году, где стал наполнять вот эти самые иные формы. В ходе реформы ГК там сказали, злоупотребление, это умышленное причинение, использование права в ущерб другому лицу, это шикана так называемая, то, что и у немцев есть. И второй вариант – заведомо недобросовестное поведение. То есть там написано сейчас, что злоупотребление правом равно заведомо недобросовестное поведение. То есть мы теперь злоупотребление правом... ничего нового не принесло в эту статью. По оно... сравнению с германским гражданским кодексом. Почему? Заведомо недобросовестное поведение гораздо шире, чем заведомость шикана. Это умысел. Да, но а это умысел не всегда был при злоупотреблении правом. И никто никогда по-другому не считал. Никто не считал, что злоупотребить правом можно по неосторожности. Правильно. Там уходит признак исключительно в целях причинения вреда. То есть здесь ты можешь реализовывать свое право, но не это мое право, я его реализую. Но исключительность в целях причинения... Да нет, я не хочу причинить вред кому-то, я свои права так использую, таким образом. Кстати говоря, мы очень сильно от немцев отличаемся в этом плане, вы совершенно верно сказали. Но немцы именно поэтому свою статью о шикане толком и не применяют. Они применяют что? 242 параграф, где просто сказано, при исполнении обязательств нужно действовать добросовестно. Им нужна резиновая норма, вот такая широкая, какая-то про добросовестность. У них нет ее в первой статье, в отличие от швейцарцев, например, и нас. У них есть только в обязательственном праве. И шикана в качестве общего запрета на злоупотребление правом. Шикана действительно сформулирована очень узко, применяют ее узко и редко. А вот 242 параграф они раздули до невообразимых примеров. Они применяют его в корпоративном праве и в вечном виде, хотя он сидит в разделе про обязательное право. То есть нужна такая норма, которая будет вот такой резиновой по всему правопорядку проходиться. И у нас это статья 10. То есть в этом плане, 10 статья это же обратная сторона медали, то есть первая статья закрепляет позитивные требования добросовестности, а статья 10 запрещает, то есть как в негативном плане. Тогда, если следовать вашей логике, сделки надо признавать недействительной по статье 1 из 168. А уж тогда, логически рассуждая, где принцип добросовестности закреплен. Поскольку в 10 то же самое сейчас получилось закреплено, но просто с отрицательным оттенком, а признавать сделки недействительными надо действительно ссылаясь на такую, на плохую норму, на сердитую норму, то, конечно, статья 10 в этом плане больше подходит. Но в отличие от немцев, кстати говоря, у немцев просто недобросовестное поведение и все. И в этом плане у них нет там умысла. То есть у них вообще не то, что недобросовестное, там добрым нравам оно должно соответствовать, что-то такое. То есть у них есть объективный критерий, не обязательно умысел. То есть теоретически можно недобросовестно действовать неумышленно. Вот это может показаться парадоксальным с точки зрения нашего юриста, а у них так. То есть в этом плане у них еще шире, чем у нас. И то, что в статье 10 мы заузили злоупотребление правом только умышленным какими-то действиями, может быть, не факт, что мы правильно это сделали. Вот такой вопрос здесь возникает. Потому что, например, обход закона, то еще одна конструкция, которая зацеплена в Германии. Мы ее в нашей рабочей группе в статью 168 хотели вставить и не делать там умысел обязательно, как составная часть, как у немцев хотели сделать. Потому что у них можно обойти закон, даже не понимая, что его обходишь. В Гражданском кодексе 22 года было. Может быть, да, наверное. Но он же тоже в основном с оглядкой на Германию писал, строго говоря. Вот. А когда потом наши
сводная рабочая группа перенесла это в статью 10, где это попало как обход закона с противоправной целью, как умысел и так далее, то у нас вот случаи, когда умышленно действует только одна из сторон, они в общем-то, встали под вопрос, под очень большой, в связи с обходом закона. Понимаете? Ну, посмотрим, как сложится практика по добросовестности. А мы в следующий раз рассмотрим вопрос о принципах государственной регистрации в постановлении Пленума Верховного Суда.